Привет! Мы анонсировали недавно, что планируем снять видео по нанесению декоративной штукатурки на фасаде. Смотрим штукатурку. С нее прямо и начнем. Это Сиплекс. Штукатурка декоративная для каркасного строения, то есть она по ОСБ предназначена. Вот что касается нанесения, да, то есть ее можно как первый слой и швы замазывать, и декор создавать ей можно. Она колируемая. Так, что она? Ну, именно по ОСБ она все вот это, ну, я не знаю, прям супер материал какой-то, ничего не буду рассказывать, вы все увидите сами. Предварительно даже можно не грунтовать. Но если у вас дом только у дороги стоит, и он там постоянно пыльный, мы все равно будем грунтовать, мы по старинке будем. Вот давайте я покажу еще вам сам материал. Так, он у нас колированный, нет? Да, мы его заколеровали, вот он, вот так выглядит. Вот такой состав. То есть вот прям как штукатурка декоративная, волокнистая как будто бы. И вот это вот все у нас должно завязать всю поверхность ОСБ. Что касается швов. Швы мы будем обрабатывать им же. То есть мы будем шпаклевать швы этим же составом. Что касается, опять же, давайте по серпянкам, по всяким, да, по лентам, надо ли проклеивать. Тут вот вопрос спорный. Я вообще сама от себя считаю, что никакие серпянки не держат трещины. Для чего они вот нужны? Мы не будем проклеивать. Тоже тут дело, если вот у вас строители, например, будут наносить, то это на их усмотрение останется. Будут ли они проклеивать швы или не будут. Мы не будем, потому что, ну, во-первых, у нас швы не вот такие конские. Для того, чтобы не выпадала сетка, для меня, для того, чтобы не выпадала штукатурка, у нас нет вот таких швов. И вот этот материал, он очень прочный, и в том числе на растяжение. Давайте посмотрим дом. Вот поворачиваемся к дому. Вот такой дом. Это каркасный дом. Он простоял уже год. Мы его загрунтуем и нанесем. Если говорить про швы, то швы будем обрабатывать сразу же сиплексом. Будем ждать высыхания и наносить декоративную штукатурку 3 разных вариантов и 3 разных цвета. Ну, попытаемся сделать вот это вот очень красивым. Посмотрим его, может быть, со стороны. Если со всех сторон обойти, ну, будет красивый, наверное, дом. Так, это, ну, девушку вот эту вот, кто она здесь, я не знаю, ходит тут. Ходит она постоянно. Мимо проходила просто. Катя будет наносить, кто ее уже. Вот, ну, каркасник, да, каркасник. Своими словами простыми. Вот это вот все склеенное. И со временем оно может вот так вот происходить. Поэтому я не очень люблю каркасное строительство, но вот как раз Сиплекс все это связывает. Сейчас все это мы посмотрим с вами, как будет наноситься. Так, есть уже дома, которые по 4 года стояли, и вообще хоть бы что. У нас в Удмуртии их еще нет. Но мы прямо активно его вам рекомендуем, что ли, так сказать. У нас он есть в наличии. Пусть небольшое пока количество, но под заказ он приехать может быстро, буквально за неделю приедет вам в любом объеме. Сейчас фасад еще ремонтировать не поздно. Ну вот я не люблю каркасники вот из-за этого, но решение найдено, вот что я могу сказать. Опять же, как от производителя написано, что грунтовка не обязательно, но мы все-таки загрунтуем. Ну, мы все-таки загрунтуем. Мне кажется, год стоял, все равно запылился, пусть будет. Так, ну производитель, кто производитель? Не написано на ведре, да. Торговая марка Effectum производитель. Производитель торговой маркой Effectum продается в ГУРа Декор в том числе. Мы официальные представители по Республике Удмуртия на эту марку. И мы рекомендуем. То есть мы пробовали его, на объемах нет, а вот у себя на образцах на каких-то. Даже пластик такой был скрученный. Да, давайте на доске нанесем, на досочке. Нанесем, возьмем 2 досочки, нанесем его, оставим сохнуть и посмотрим его еще на растяжение. Все, пока. Давайте нанесем на 2 разные досочки ОСБ, чтобы не лазить там по дому, да, не выглядываться вот в эти вот детали. Мы положим рядом 2 доски и замажем шов, а также плоскость. И завтра, когда это высохнет, мы посмотрим ее на растяжение. Ну, то есть, что она держит, не держит. Так, шовчик мы замазали. Теперь
Смотрите, я когда надавливаю на поверхность плиты, потом снимаю вот эти излишки, и сама штукатурка Сиплекс, она туда под нижние слои попадает. То есть она связывает вот эту плиту, не давая ей в последующем расслоиться. А у нас, кстати, есть покупатели, которые вместе с нами в этот же промежуток наносят уже его на дом. Не дожидаясь вот этого видео, они были проконсультированы в отделе, им было показано. Видите, расслоение идет плит. Вот эти части. А после высыхания все это завяжется и будет очень крепко держаться. Оставляем сохнуть. И завтра посмотрим. Причем еще мы нанесли не на заводской шов, а на пиленный. Вот мы его только что пилили, вот они все торчат. Прямо так и нанесли. Оставляем сохнуть. А, смотрите, она опять месит. Ну что это такое? Мне кажется, там мышцы уже, как, не знаю, у спортсмена. Не промешивает. Вот ведь это же мы плохие, какие нехорошие люди. Зато спорт это жизнь. Физкультура, да. А потом говорят, а что маляры все толстые в основном? Это они не толстые, это они мышцы у них это. С одного удара можно уложить. Мы будем наносить только на швы или целиком? Так, мы решили целиком, потому что он этот весь. Все равно даст усадку в мелких местах. Думаю, когда перефутурю. Все равно декоративка дает усадку. Да, во-первых, усадку, во-вторых, вот это вот отслоение, мне вот оно вообще не нравится. А Сиплекс, он должен все вот это завязать. Вот оно. То есть его прям тонким слоем на зир нанесем, швы заполним и полностью сплошное нанесение, а завтра уже будем фактурить. Если погода, конечно, посмотрите, дождик нам угрожает. Злой какой. Да. Если все будет хорошо по погоде, завтра будем наносить. А если будет плохо по погоде, то все равно завтра будем наносить. Знаете почему? Потому что мы занавесимся и будем наносить. Вот, то есть мы наносим отслоение. Вот это проблема. А Сиплекс все это завяжет. Все завяжет воедино, не даст ничему отслоиться, ни одной дощечки после того, как он будет сухой. И после этого уже будем фактуру наносить. Да, да. Вот это проблема каркасников. Да. Да, это надо. Завтра бы мы полезли на эту стену сразу же. Мы бы полезли. Я такая полезла на каждую стену. Да. Стою тут, контролирую. Не, ну а что, я полностью с вами наверху. Мягкий. Ну, Как наносится. декоративка нормально. Наносится мягко, но густоватый, чтобы вот так вот шпателем. Вот если, кстати, вам густовато, можно разбавить немного водой. Я думаю, не буду. Не будешь, да? Чтобы усадку не дал. Угу. Ну вот, в общем, людям, если нужно, чуть жиже, то можно разбавить водой. Водоразбавляемая штукатурка. У нас второй день начался. Первый день мы нанесли слой. Вот он стал однородный. Поближе можно показать. Ну, отсюда хотя бы. Вот посмотрите поближе. Вот это первый слой Сиплекс. Декоративная штукатурка для каркасного строения. И все, он прям прочный стал. То есть нет ничего, никаких. Посмотрите, однородно, полностью покрыто. И сегодня мы наносим уже фактуру.
И сегодня мы не одни, у нас прямо кипиш-вахта. Смотрите, сколько народу. И пригласили разнорабочих, те, которые будут помогать переставлять леса, штукатурку приносить. Давайте немножко рекламы. Вот оранжевые жилеты. Ну, по Удмуртии 57, 63, 63 разнорабочие. То есть они производят демонтажные работы, погрузочные работы. В общем, можно по этому номеру в Ижевске обращаться. Ну, вообще, в принципе, вот в Удмуртии, наверное, даже, я не уточняла. Вот парни нам поставили леса и какие-то сооружения там делают. Что-то бегают, ходят. Так, где девчонки? Пойдемте поищем их. Что они делают? Ну, во-первых, девчонки вот наверху у нас есть. Там немножко первый слой не нанесен. И его сейчас вот будут наносить. Вот небольшой уголочек остался первого слоя. А вот с той стороны уже начинается разметка. На этом доме будет 3 разные фактуры. И начинается разметка. Так, Катя у нас утеплилась. Диана тоже тут. Так, Роман делает разметку. Что-то он там чертит. Ниткой делают разметку, чтобы была ровная линия. Здесь у нас будет совмещение дерева, основного фона и эффекта кирпича. Ножик. Есть ножик у тебя? Посмотрите еще раз, стена укреплена полностью. Рекомендуется для каркасного строения декоративная штукатурка Сиплекс производства торговой маркой Эффектом. Приобрести можно у нас по официальной стоимости. Товар в наличии с доставкой в любой регион России, даже в самые отдаленные участки нашей страны. Разбежались все по разным сторонам, все по своим стенам разбежались. И каждый делает свое дело. Штукатурку наносим удобным способом. То есть можно с помощью шпателя, можно с помощью вот такой лопаты. Сразу же набрать побольше материала и нанести достаточно. Да, слой тут потолще, потому что имитация кирпича. Погода уже холодная, ветреная. Я даже подозреваю, что как бы нам тут не заболеть нафиг. Болеть-то вообще Нет, не без этого. некогда, надо без этого как-то обойтись. Хорошо наносить также вдвоем. Один наносит, а второй следом фактуру валиком. Но у нас рук-то, как обычно, недостаточно. Как всегда, нехватка людей. Ну, нехватка качественных людей. Удобно ей? Ну, надо определенную силу все-таки. То есть это не обычная кельма. Надо приспособиться. Но зато сразу же большую площадь нужно закрыть. Хоп. И намазал. Хоп. Еще раз прошелся. А шпателем удобнее? Нет, наверное, здесь на фасаде будет удобнее вот такой вот кельмой. Так, теперь с помощью валика. Вот такого. Такой вот валик под кирпич. Его нужно смочить водой и сбрызнуть. То есть водой мы смачиваем не для того, чтобы он был весь в воде, а для того, чтобы он просто увлажнился. В квартире, конечно, пульверизатором удобнее было. Причем по поверхности. То есть можно было смочить не только валик, но и саму поверхность. И потом прокатать.
Выдерживаем линию по скотчу, по разметке, чтобы кирпич был ровный. И вот дальше следующий слой можно прямо наслоить. То есть следующий слой мы будем делать немножко с нахлестом рисунок прокатывать. Вот на 2 кирпичика. Точно так же, как и в квартирах. Наносим участками, наносим слой, формируем рисунок. Следующий участок наносим. Стараемся выдерживать однородный слой. То есть если он у вас, либо он у вас равномерно тонкий, либо он у вас равномерно толстый. Сейчас скажу толстый, будут опять писать мне, что я не так сказала. Так, похоже уже на видео на кирпичик. Это тоже не очень хорошо. Так, кто-то там фоновую музыку нам включил, из-за которой забанят видео нам. А тем временем на другой стороне дома работают совершенно другие люди. Кто вы? Я мастер-декоратор-фасадчик. Утеплилась. Катя-то знает, что надо утепляться. И шапку, и шапку. Так, а вы что делаете? Расскажите нам. А, фактуру дерева. Вот, мы вовремя пришли, смотрите. Они наносят фактуру дерева, наносят слой однородный, да? Он должен быть однородный? Однородный, но все равно давать такой минус-дир, должен давать такой небольшой слой. Да, У нас получилась небольшая фактура. Ну, не толсто. такой более-менее плотненький слой, однородный. То есть толщина слоя одинаковая примерно. Да? Не должно быть где-то сантиметр, а где-то 2 миллиметра. Фасад все равно это не идеально ровный, так что где вот эти ложбинки, там все равно будет немножко больше. Так, работаем тоже лопатой, но другой лопатой. Так, а мы там на шпатель перешли. А эта щетка, не знаю, сколько, 300 рублей она тогда стоила. А что за щетка? Видите, там на высоте у нас еще лазят девчонки и мальчишки. Вот шпатель, так шпатель сразу же. Ну, поехали? Вот если смотрите, да, там вот одна там лазит, одна там. Пальцем я неприличный человек показываю. Одна с той стороны. И 3 начальника. Так, подснимем вам в круговую, как идут работы. Тут у нас Катя наносит эффект дерева. Мы сквозь вот эти вот расстояния будем смотреть. Вот так она наносит слой, щеткой формирует. И потом, ну, полоски формирует, и потом кельмой приглаживает. А в другой стороне у нас доделывается первый слой, который в тот раз немножко не успели. И не успели, а там леса не стали. А, лиса не стояли. Лиса не пришла. Значит, вот. Дальше в другой стороне у нас кирпич имитируется. Вот как раз она создает кирпич. Это Диана. И мы сейчас их оставим ненадолго, чтобы, ну, над душой не стоять. И вернемся чуть попозже, посмотрим, как они продвинулись. Так, ну, значит, мы делали кирпич, имитацию кирпича валиком. Надо признавать свои ошибки, мы сделали неправильно. В чем была ошибка? Мы, во-первых, мы валиками редко очень работаем, во-первых. Во-вторых, стена очень длинная,
И мы по привычке пошли в шахматном порядке. Сделали участок, второй, третий. А здесь надо было по-другому работать. Здесь надо было всю линию Сначала полностью линию провести, потом вторую линию нанести, провести. То есть сплошными линиями. У нас кирпич оказался криво получилось. Мы его снимаем, пока материал еще живой. Прошло 2 часа. Мы его снимаем и будем перенаносить, чтобы самим спать спокойно и чтобы клиент был доволен. Этот кадр мы тоже оставляем в ролике, чтобы вы видели, что нанесение это не такая легкая работа. Бывают ошибки, за которые нужно платить потом своим временем и материалом. Ну, вот в данном случае материал компенсируется за наш счет, перезатраченный. Кстати, Диана художник, она бы нарисовала быстрее, да. Кирпичики. Даже я не художник, быстрее бы это сделал. Нарисовал бы просто карандашки. Вопрос, да, можно ли это было намочить валиком? Да, можно. Да, можно, валики заняты, мы не рассчитывали на переделку. Валика нет, ехать не хочется. Мы дружной командой вот так вот снимаем. Соорудили направляющую, вот такую пластиковую. Сделаем направление полностью одна линия кирпича. Дальше ее снимем и уже вот в этот шов будем наносить вторую линию сплошную, а потом третью сплошную. Так будет красивее, наверное. Вот этот я примеряю вот сюда. Вот, и покатили. Эх, опять. А тем временем, с другой стороны дома, пока мы там, значит, наносим и снимаем кирпич, и снова его наносим, здесь спокойно просто идет работа. Мы даже их не видим, они что-то тут мажут, потому что их не видно, не слышно. Мы там снимаем, наносим. А тут вот... Вы молча работаете. Молча работают, и все. Наносят слой штукатурки, валиком шагрень приподнимают и приглаживают кельмой. Должно получиться красиво все. День второй, утро. Вчера девчонки работали допоздна, до 8 часов, пока ему луна уже не начала в затылок светить. Так, нанесли практически все, осталось совсем немного. Ни один шов не треснул. Материал схватился хорошо, то есть он изначально был нанесен первый слой и простоял дня 3 или 4, по-моему. Ну, дожди, во-первых, были, во-вторых, по времени не получалось. Он высох, и все швы на месте, ничего нигде не треснуло. Мы нанесли фактуру, и у нас образовались вот такие полосы. Посмотрите, видно в кадре? Шов. Он не треснул, ничего, но он виден. Вот. Это при монтаже. То есть перепад листов при монтаже. Штукатурка просела, и мы ее будем полосочками декорировать. То есть наклеим скотч вот так, и между скотчем такие полосы сделаем. Ну, нам позволяет стиль в данном случае. А вы в будущем, если не хотите делать эти полосы, то дополнительно сначала швы этим же сиплексом выровнять нужно. Выровнять, дать высохнуть, все просело, проверить, все ли устраивает, и наносить фактуру. Мы же тестируем, мы вам показываем все, вот, что у нас получается по факту. Будем декорировать. Смотрите, у нас Катя вчера замерзла, вон она сегодня какая. Потеплее сегодня ей. Сегодня мы в таком уютном домашнем стиле.
Мы даже пост вчера в ВК выложили, что девчонки психи. Они в 8 часов еще все еще висят на стенах на фасаде. Ну да, вот такие вы. Сейчас будем, вот утром пришли на свежую голову, смотрим, что, как можно видоизменить, чтобы сделать вот так. И будет вот так по-любому. По-любому вот так, никак иначе не может быть. Сейчас мы часов до 4 примерно подумаем, а потом до 8, до 9, да, работаем. Тут добавим, там добавим. Да. Вот то, что мы нанесли. И сейчас идет окрас. А дальше после этого цвета будет еще что-то? Да, сверху будет черный патина. Черный лак. Черный лак. Издалека покажу. Вот так выглядит, как бы не упасть. То есть вот так вот выглядит. Это мы пытаемся дерево сымитировать. Да, доски. Потом еще будет прорисовка. Так, значит, у нас ВКонтакте засомневались подписчики, что вы фактуру нанесли за день. И прямо очень-очень-очень огорчены. Очень огорчены тем, что вы... Если собирать леса, с другой стороны собирать такие вот конструкции, то можно вообще смело сделать это за день. Так, я еще видео скажу специально вот для нашей подписчицы, которая комментировала ВКонтакте. Здесь площадь всего лишь 120 квадратных метров. То есть тут нету каких-то там 1000 квадратов. И они, конечно, вы увидели фотографию ВКонтакте, где 2 человека, но, конечно, они делали не вдвоем. Были и подсобники. И все это вполне реально сделать. Фактуру. Но после того, как фактура высохла, еще идет работа. То есть идет окрас, идет патинирование какое-то, доводится до ума. И это не один день там уже. На это. Конечно. Делать уход больше дней. Конечно, то есть и подготовка была предварительная. Нанесение этой фактуры, конечно, день. Но ведь работа же не только в этом заключается. Сейчас я вам покажу, что получается. Так, я попробую приблизить. Вот так имитируется дерево, вот таким образом немножко тонируется еще темным цветом. Я уж не знаю, кому понравится или нет, но мне вот очень нравится. Вот так выглядит. И там, где Катя сейчас наносит краску, там будет также запатинировано еще темненьким слегка. И тем временем, ну, здесь вот окрашивается лесенка деревянная. И с другой стороны тоже идет работа. Потихонечку мы покажем. Вот она. Так, что ты сделала? Расскажи нам. Что я сделала? Я сначала покатала валиком лак, который был заколерован вот в такой цвет. Здесь видно. Это лак, да? Да. Угу. Так, То это есть лак. У него такой неоднородный цвет, он дает именно плессировочный, не знаю. как Ну назвать. да, то есть темное, светлое, Да, внутри, да. например, темнее, сверху посветлее. И еще я вижу, ты с губкой что-то тут ходишь. Да. Теперь, когда немножко лак уже подсох, я на губку наношу светлый цвет. Тот же оттенок, только уже более такой высветленный. И полусухой губочкой прохожусь по верхушкам, чтобы выявить объем. Ну, более интересно, чтобы было, да. Вот так выглядит. Сейчас тоже покажу вам издалека. Вот так выглядит задняя часть дома. И, конечно, нанесение штукатурки декоративной на фасад это не один день занимает. Это трудоемкий процесс, поэтому он и денег стоит. Шла подготовка день. Потом второй день наносили фактуру. Третий день где-то что-то дорабатывали. Вот здесь вот полоски, помните, мы вам показывали полоски, что у нас просела штукатурка на шве, где был, ну, дефектный шов такой, и мы вот этот момент не учли. А здесь сделали такой декор. Вот так. Вот еще одна сторона дома. То есть здесь у нас окрашивается сейчас кирпич. И с этой стороны тоже он будет окрашиваться. Поближе попробую подойти. Здесь вот у нас дерево окрашено таким образом. Вот так дерево выглядит. Тут вот кирпичик. Здесь будет цоколь. Ну, с цоколем еще непонятно, хотя фактуру-то уже нанесли. По цвету еще не решили. Рассказывай нам, что делаешь. Потом покрываю лаком сверху. Он заколерован в черный. Мы решили сделать его ярким. Такой черный. Намазываем на губку. И просто по верхушкам выводим
выявляя этот рельеф. Работа закончена. Мы показываем вам готовый вариант. Ну, у нас только не доделан цоколь. Здесь еще не решили, какой будет цвет. Ну, делают отлив и каким-то образом его покрасим, а фактура хотя нанесена. То есть, если посмотрите, она нанесена. Здесь у нас имитация дерева. Даже есть немножечко досочки разлинованы. И вот эта имитация дерева, она идет частично по периметру местами. Вверху у нас кирпичики. Это все из одной и той же декоративной штукатурки сделано. Показана ее многофункциональность. И вот вы пролистнете назад, вспомните, какой был дом и какой он стал. Вот такой вот аккуратненький, красивенький домик. Ну, мне кажется, очень хорошо. Давайте по кругу пройдем, посмотрим. Крыльцо не мы делаем. Оно немного недокрашено, но вы на это не смотрите, это не наша работа. Мы по дереву не работаем. Тоже местами кирпичик, имитация дерева. С этой стороны тоже кирпич и фактура. И помните, у нас была такая полоса, да, где просела? Добавили вот такой элемент. Ну, тоже такой. Здесь также цоколь нанесена фактура. Вообще все нанесено, полностью все нанесено. Единственное, что не сделано, это цоколь не окрашен, потому что не можем решить, какой будет цвет. То ли он должен быть светлым, может быть, его надо сделать темнее. Ну, то есть пока непонятно. Были два момента у нас, где мы исправляли дефекты свои самостоятельно. Мы не ждали, когда нас натыкают носом туда. Кирпичик здесь вот шел криво. Его сняли. Кстати, вот такой момент, да, штукатурка еще не высохла, мы ее сняли обратно в ведро, немного добавили водички, перемешали и снова нанесли. Она не выбросилась у нас. И вот, ну так вот симпатичненько. Штукатурку можно декоративную заказать у нас, перейдя по ссылкам в описании. У нас штукатурка есть в наличии частично. Если большие объемы, она под заказ. Не забывайте поставить лайк и подписываться на наш канал. Еще такой момент. Особенно подписчикам и зрителям на Дзене. Вот ту рекламу, которую вы видите, мы за нее денег не получаем. То есть можете не писать в комментариях, что очень много рекламы. Мы ни копейки за эту рекламу не получаем. И мы вообще вот это просто все снимаем на энтузиазме, по большей части. Ну и еще у нас люди периодически покупают штукатурки. Все, что вот вы, если смотрите наш контент, и если он вам интересен, от вас что требуется, это просто лайк, подписка и комментарий. Комментарий может быть любой формы, типа того, ой, как красиво, вы молодцы, или ну так себе не очень. Ну то есть вот это активность, вот от вас мы хотели бы просто активности за наш контент. У нас нет монетизации за рекламу. Все абсолютно на энтузиазме и все абсолютно для вас. Поэтому лайк, подписка, комментарий, ну и оцените, как вам. И всем пока. Хозяйка дома, Светлана. И мы ждем, прям вот благодарю вас, Блин. спасибо, так красиво Я сделали. расцеловать готова девочек, расцеловать готова Ольгу с Ромой. Это вообще, это, блин, прямо я дома этого ждала окончания, чтобы вот такой вид у меня был дома. Прям вообще целый год. И Да. сделали буквально, ну, сколько, 4-3 дня, и все готово. Ну да. Всем советую, прям вообще. Посмотрим, как в носке будет, как зиму переживет. Я думаю, все отлично будет. Спасибо вам большое. Да, ну вы в Удмуртии первые с этим материалом. Да. А вообще он уже есть в России, то есть он уже нанесен, он уже протестирован. Единственное, что он никаким образом не рекламирован, но у вас в Удмуртии он первый, и это именно для каркасных строений, он, думаю, будет долго стоять. Прям Надеюсь, я очень. Да. И мы отличаемся прям от всех. хозяин дома даже говорит, забор мешает, надо чуть-чуть забор пониже, чтобы издалека было видно. Да, и поставить эти фонарики, чтобы прям все видели наш дом. Ну вот, все, лайк. Все, спасибо большое, вообще клево.